Я помню тот звонок. Звонки после полуночи никогда не приносят хороших новостей. Особенно, когда жена должна была вернуться домой 4 часа назад. «Алексей Викторович?» Незнакомый голос был слишком официальным. «Да, это я», — ответил я, пытаясь унять дрожь в руках. «Ваша жена, Марина Андреевна, попала в аварию. Она в тяжелом состоянии. Ее доставили в областную больницу». Мир вокруг меня рухнул. Больница встретила меня запахом антисептика и флуоресцентным светом, который, казалось, пробивал все насквозь, включая мою душу. Врач говорил что-то о черепно-мозговой травме, переломах и внутреннем кровотечении. Я слышал слова, но смысл ускользал от меня. Она выживет? Только этот вопрос имел значение. «Мы делаем все возможное», — ответил врач. «Следующие 48 часов будут критическими». Я смотрел на Марину через стекло реанимации. Ее красивое лицо было неузнаваемо под синяками и отеками. Трубки и провода оплетали ее тело, как лианы, захваченный джунглями храм. Аппарат искусственной вентиляции легких заставлял ее грудь механически подниматься и опускаться. Это не могла быть моя Марина. Не та женщина, которая 5 лет назад сказала мне «да» под цветущей яблоней в саду ее родителей. Не та, чей смех звучал как музыка, и чьи глаза светились счастьем, когда мы мечтали о будущем. Я вспомнил наш последний разговор. Она сказала, что у нее деловая встреча, что она может задержаться, а потом она не приехала домой. Я не плакал. Внутри меня была пустота. Первые дни превратились в бесконечный кошмар. Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Я жил в больнице, возвращаясь домой только чтобы принять душ и переодеться. Операции следовали одна за другой. Врачи говорили о сложном восстановлении, если она выживет. Когда она выживет, поправлял я их мысленно. На 4-й день Марина пришла в сознание. Врач вышел из палаты с усталой улыбкой. «Она спрашивает о вас», — сказал он. «Но будьте готовы, она может не узнать вас. Травма мозга иногда вызывает провалы в памяти». Я вошел в палату, готовый к худшему. Марина лежала все в тех же трубках и проводах, но ее глаза были открыты. Когда она увидела меня, слабая улыбка тронула ее губы. «Лёша», — прошептала она. И я понял, что она меня помнит, что она знает, кто я. Слезы, которые я сдерживал все эти дни, наконец прорвались. «Я здесь, любимая», — прошептал я, беря ее руку. «Все будет хорошо». Врачи назвали ее выздоровление чудом, но я знал, что это не чудо, а тяжелый труд. Ее, мой, врачей, медсестер и реабилитологов. Реабилитация была долгой и мучительной. Марина заново училась ходить, говорить без запинки, пользоваться руками. Боль стала ее постоянным спутником, а я стал ее тенью. Я взял длительный отпуск на работе. Денег стало меньше, но это было неважно. Важно было только то, что с каждым днем Марина делала маленький шаг к выздоровлению. Я помогал ей с упражнениями, массировал ее окоченевшие мышцы, читал ей вслух и разговаривал с ней часами, пытаясь стимулировать мозг. По ночам, когда она засыпала, я часами сидел рядом, просто слушая ее дыхание и благодаря Бога за каждый вдох. Марина была благодарна. Ее глаза часто наполнялись слезами, когда она смотрела на меня. «Почему ты это делаешь?» — спросила она однажды. «Почему ты не бросил меня?» «Потому что я люблю тебя», — ответил я. «В болезни и здравии, помнишь?» Она отвернулась к стене.
«Я не заслуживаю тебя», — прошептала она. Я подумал, что это просто депрессия. Врач предупреждал, что это нормально после таких травм. Прошло 6 месяцев. Марина уже могла ходить с тростью, ее речь почти восстановилась. Она начала заниматься с психологом, и я заметил маленькие проблески прежней Марины, той, которая улыбалась без повода и смеялась от души. Однажды вечером, когда я помогал ей принять ванну, она взяла меня за руку. «Лёша, нам нужно поговорить», — сказала она. Моё сердце замерло. Эти слова никогда не предвещают ничего хорошего. «Я хочу рассказать тебе, куда я ехала в ту ночь», — продолжила она. Её голос дрожал. «Я не была на деловой встрече. Я замер». Какое-то инстинктивное чувство самосохранения кричало мне заставить её замолчать, не слушать, сохранить то хрупкое счастье, которое мы начали восстанавливать. Но я не мог. «Я тебя слушаю», — сказал я, садясь рядом. «Я ехала от Сергея», — произнесла она. «Мы встречались почти год. Сергей. Мой бывший лучший друг и коллега. Человек, который был шафером на нашей свадьбе. «Я собиралась уйти от тебя», — продолжала Марина, не глядя на меня. «Я сказала ему, что расскажу тебе все на следующий день. Я так спешила домой, потому что чувствовала себя ужасно. Я хотела все обдумать, подготовиться. А потом был тот грузовик. Я не знал, что сказать. Не знал, что чувствовать. Внутри меня разрасталась пустота. «Почему ты рассказываешь мне это сейчас?» — спросил я после долгого молчания. «Потому что я не могу так больше». Ее голос сломался. «Каждый день ты ухаживаешь за мной, жертвуешь всем. А я предала тебя. Это разрывает меня изнутри». «Ты все еще любишь его?» Этот вопрос был как нож в сердце. Она покачала головой. Я не знаю, любила ли я его вообще. Это было больше похоже на наваждение, на бегство от реальности. Я чувствовала себя такой живой с ним, такой желанной. А потом я поняла, что это все фальшь, что он не будет рядом, когда будет трудно. Она горько усмехнулась. «А ты здесь, несмотря ни на что». Я встал и подошел к окну. За окном шел дождь, и капли стекали по стеклу, как слезы, которые я не мог себе позволить. «Мне нужно время», — сказал я. «Мне нужно подумать». «Я понимаю», — тихо ответила она. «Ты имеешь право ненавидеть меня». Я ушел из дома и бродил под дождем несколько часов. Боль была невыносимой. Каждый момент, каждое воспоминание теперь было окрашено новым знанием. Я вспомнил все знаки, которые должен был заметить. Позднее возвращение, странные телефонные звонки, ее отстраненность. А я был слишком занят работой, слишком уверен в нашей любви. Я пришел к Сергею. Не знаю зачем. Может быть, я хотел ударить его. Может быть, хотел услышать его версию. Он открыл дверь, и на его лице отразился шок, сменившийся виной. «Она рассказала тебе». Это был не вопрос. «Да», — ответил я. «И я хочу знать, почему». Он впустил меня. Мы сидели на кухне, между нами стояла бутылка виски. «Я не знаю, что сказать», — начал он. «Это просто случилось». «Ничего просто не случается», — возразил я. «Ты был моим другом». «Я знаю». Он выглядел разбитым. «Я навещал ее в больнице, знаешь? Первые недели, когда она была без сознания. Я видел, как ты сидишь рядом с ней, не отходя ни на шаг. И я понял, что ты любишь ее так, как я никогда не смог бы. Я струсил. Я сбежал». «И ты думаешь, это все объясняет?» Мой голос был холоден, как лед.
Нет, он покачал головой. Ничто не объяснит того, что мы сделали. Мне жаль, Лёша. Я знаю, это ничего не значит, но мне действительно жаль. Я встал. «Знаешь, что самое страшное?» — сказал я. «Я даже не могу тебя ненавидеть, потому что ненависть требует энергии, а у меня ее нет». Я вернулся домой под утро. Марина не спала. Ее глаза были красными от слез. «Я уйду, если ты хочешь», — сказала она. «Я могу поехать к родителям, как только смогу сама себя обслуживать». Я сел напротив нее. «Почему ты мне не рассказала раньше?» — спросил я. «За эти 6 месяцев». Она долго молчала, собираясь с мыслями. «Сначала я не могла говорить», — начала она. «Потом я была так благодарна тебе, что боялась потерять тебя. А потом я поняла, что ты заслуживаешь правды. Что я не могу основывать наше будущее на лжи, если у нас есть будущее». «А оно у нас есть?» — спросил я. «Не знаю», — честно ответила она. «Это зависит от тебя. Я бы хотела, чтобы было. Я люблю тебя, Лёша. Я знаю, что не имею права это говорить, но это правда. И я поняла это только когда ты был рядом в самый темный период моей жизни. А как я могу верить тебе теперь?» Этот вопрос мучил меня больше всего. «Никак», — она покачала головой. «Я не могу требовать твоего доверия. Я могу только надеяться, что со временем смогу его заслужить, если ты дашь мне шанс». Я смотрел на женщину перед собой. Она все еще была такой хрупкой, такой уязвимой. Но в ее глазах было что-то новое, решимость и искренность, которые я не видел раньше. «Я не знаю, смогу ли я простить тебя», — сказал я. «Но я готов попытаться». Мне потребовался почти год, чтобы начать доверять ей снова. Мы ходили на терапию вместе и по отдельности. Мы говорили часами о том, что пошло не так, о том, чего нам не хватало в нашем браке, о наших страхах и надеждах. Были дни, когда боль от предательства возвращалась с новой силой, и я думал, что не смогу идти дальше. Были моменты, когда я смотрел на нее и видел не свою Марину, а чужую женщину. Но были и другие моменты, когда она смеялась или когда она концентрировалась на чем-то, сморщив нос. Когда я видел в ней ту женщину, которую полюбил. Однажды вечером, почти через 2 года после аварии, мы сидели на балконе нашей квартиры. Марина больше не нуждалась в трости, хотя иногда ее левая нога все еще подводила ее. Реабилитация почти закончилась, и врачи говорили о полном восстановлении. «Я никогда не спрашивала тебя», — начала она, глядя на закат, «почему ты остался со мной? После всего, что я сделала». Я долго молчал, собираясь с мыслями. «Знаешь, когда я узнал правду, я хотел уйти», — наконец сказал я. «Я был так зол и так разбит. Но потом я понял кое-что важное». «Что?» — она повернулась ко мне. «Что любовь — это не просто чувство, это выбор. Каждый день мы выбираем, любить или нет. И я выбрал любить тебя, несмотря на боль. Потому что ты стоишь этого выбора». Она смотрела на меня, ее глаза наполнились слезами. «Ты стоишь большего, чем я могу дать», — прошептала она. Я взял ее за руку. «Нет», — сказал я, — «мы стоим друг друга. Мы не идеальны. Мы совершаем ошибки. Но мы выбираем друг друга каждый день, несмотря ни на что. И это и есть настоящая любовь». Она положила голову мне на плечо, и мы смотрели, как последние лучи солнца скрываются за горизонтом, уступая место звездам. «Я выбираю тебя», — прошептала она, — «сегодня и всегда». «Я выбираю тебя».
ответил я, понимая, что это правда. Прощение не стирает прошлого. Оно не делает боль менее реальной. Но оно открывает дверь в будущее. И иногда из самых глубоких ран рождается самая сильная любовь. Каждый вечер перед сном Марина спрашивает меня: «Ты выбираешь меня сегодня?» И каждый вечер я отвечаю: «Да, я выбираю тебя». И это не просто слова. Это обещание, которое мы даем друг другу каждый день. Потому что любовь — это не счастливый конец. Это ежедневный выбор прощать, доверять и начинать заново. И хотя путь не всегда легкий, он стоит каждого шага. Друзья, мы искренне просим вас: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал.